tell us about the Ukrainian army, about Battalion of Azov? Did you see them? No, I didn't see anything of the. We heard rumours, and I don't know if they're true. I can only tell you what I heard. At some point, maybe 7 days ago, I can't remember, there was a rumour. Again, it could be like a rumour of the Russian soldiers being in the next basement. I have no idea. But my wife said that somebody had said the Ukraine army wanted to surrender. The various militias, Azov Battalion and Right Sector and who else, I don't know, had opened, when the had opened fire on the Ukrainian soldiers and had said that they were going to create another Stalingrad. That if they had to give up Mariupol, there was going to be nothing left of Mariupol. The journey from Azov to here was difficult. I will say again that all the checkpoints we went through, which were in the 20s, I'm guessing, the soldiers were always very helpful. I know there's a lot of blame about the growth of fascism in Ukraine. I remember when the first conflict took place, when Yanukovych was president, one of the first things they did was stop Russian as an official language. And I found that a little strange, when half the country speaks Russian. Lots of countries have more than 2 or more official languages. So for me, Ukraine's got huge problems and the language isn't one of them. So, I mean, but again, that was this idea of we're Ukrainian, we must speak Ukraine. Они отстреляли 14 снарядов и уехали. И на следующий день начали рыться, что уже в этих ящиках, там какой-то там тряпки были. И находим бумажечку такую, была у меня фотография, но я ее удалила, что это Азов получил 14 снарядов, сержант такой-то и роспись. Мы в таком были шоке. Какой Азов? Зачем они нам нужны во дворе, чтобы в наши мирные дома стреляли? На следующий день они привозят другое орудие и точно так же начинают стрелять. И начало прилетать в этот дом. А прилетает откуда? Там никого нет. Мы потом опять приезжают эти вояки с автоматами, окружили все в подвалы срочно. Мы начинаем спрашивать: ребята, вот прилетело, откуда прилетело? Там никого нет. Там нет русских, там еще наши украинцы стоят. Откуда прилетело? То есть куда они стреляли и откуда прилетело? Но это был первый шок. Потом этот дом, в итоге он практически разгромлен. Осталось там 2-3 этажа с этого дома, люди сидят в подвале, и туда как бы заносили, завозили там какой, там, я не знаю, гранатометы, минометы, то есть оттуда идет постоянный обстрел. Все дома нашего комплекса непригодны к жизни, так же, как и весь город, практически, я не знаю, наверное, 90% города непригодно к жизни. Они стреляют, они не разрешают к ним подходить. Куда они стреляют? Ну, а потом же как-то люди откуда-то приходят, кого-то проведать, кого-то там родителей забрать. Ну, и рассказывают, какая ситуация по городу. То есть мы уже понимали, где приближается русская армия и где наши украинцы. Но туда, куда они стреляли, там не было русских. Ребята, куда вы стреляли? Потом приходит наш сосед, он просто в другом доме в это время был с женой, и говорит, что якобы украинская армия уже не имеет сил для, как бы не разрушать город, а дать людям выжить, они согласны сдать город. И уже были согласны, и ребята, которые с чубами, которые все в наколках, которые просто сказали: да здесь будет Сталинград, и вы нам не указ, город мы не сдадим. И они начали стрелять в спины украинским ребятам, но не было в той стороне в ту пору русской армии. Все это делает правый сектор, Азов, какие-то там другие батальоны, или наша армия, или это отдает наше правительство такие приказы. Мы не знаем, все люди в подвале сидят. У нас там один молодой человек старался там создать какую-то атмосферу, всегда говорит: да мне все равно, пусть хоть Зимбабве придет, мы все оденем бусы, но лишь бы не стреляли, лишь бы был мир. И чем вам плохи русские? Всю жизнь это были братья, всю жизнь это было... И зачем эта вся пропаганда, которая настраивает нас друг на друга?
Мы как были братьями, мы так и остались братьями. Мы говорим на одном языке, ну, в нас одна кровь, мы, ну, все равно мы единое целое. И зачем нам нужна Америка, которая поставляет нам оружие, которое мы должны использовать по их указке не на то, чтобы оборонять нашу страну от реальных каких-то врагов, а чтобы убивать своих граждан и, ну, как бы дружественный нам народ. Тяжелого обстреливали, тяжелой артиллерии. Ну, заваливали проходы, чтобы никто не мог выйти. Мы забежали в подвал, там загорелось, перебежками, а нас бомбили, по нас стреляли. И так было 20, сколько, не помню, 23 дня или сколько. Без воды, без еды, никто ничего не помог. Что с собой были? Просто, что люди друг другу помогали, каждый делились всем. А спасибо вам большое. Убила, не похоронила, ничего, лежит возле дома. Кушать хотите? Детей накормить, есть покушать. Спасибо большое. Сейчас сюда. Расстреливали, Соседка мертвая лежит. только костер. Сейчас будет эвакуация, подождали мне много. Прошел артобстрел. Потом подъехали ребята один раз, второй раз. И всех вывезли. Спасибо им большое. Эти люди говорят спасибо. Спасибо российским военным. Они выводят их из-под смертоносного огня по гуманитарным коридорам, снабжают экстренно необходимым и дают надежду на то, что жизнь продолжается. Эти несчастные люди знают, кого бояться. Уже 8 с лишним лет. Не знаю, это рассказывали, что доезжали, кто-то пытался выехать, отбирали детей, машину стреляли, возвращали назад. Как оно, правда, неправда, ну, рассказывали. Знаете, в подвале много не услышишь, но тем не менее. Страшно, конечно, это очень, очень. Самое обидное, что это же свои люди, это своя страна. Очень много пропадало у людей, да. Вот такие вот нацисты. Сейчас мы чувствуем уже себя, конечно, уже тут российские войска. Мы очень рады, конечно, что нас они освободили. Реальную, невыгодную правду киевскому режиму раскрывать остальному миру не с руки. Глядишь, спонсоры по головке не погладят. Американцы бомбили мирное поселение в Афганистане, Югославии, но чтобы своих... На Украине происходит столько всего, о чем никто не говорит. Вы наблюдаете такую нечестность, когда речь идет об истории Украины. Вы наблюдаете нечестность, когда речь идет о батальоне «Азов», который финансируется США и НАТО. Да, заокеанским конструкторам украинского конфликта и цензурной работы на местах порядком прибавилось. И из Украины показывать нужно то, что привычно удобоваримо для западного потребителя из вечной легенды о российской угрозе. Фейк недели. Бойцы Азова подрывают драмтеатр в Мариуполе. Все выдают это за атаку сверхмощной российской бомбой. В здании якобы прятались сотни людей. CNN делает стандартный информационный вброс о страшном проявлении российской агрессии. Без тени доказательств. В Мариуполе нет ни одного иностранного СОБКОРа, но их СМИ ежедневно штампуют подобные отчеты. Hit a bomb shelter, hiding hundreds beneath a theatre, said local officials. Или пропагандистские прозападные ресурсы наперебой приписывают российским военным расстрел очереди за хлебом в Чернигове. На самом деле в разрушенных украинскими бомбежками городах орудуют бандиты и мародеры. Хочу подчеркнуть, в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобожденных от националистов. А ракетами .У стреляют в ВСУ. Мы, когда это гэпнуло, мы убежали до тещи на сотню, чтобы дитя спасти.
Бей своих, чтоб чужие боялись. Подлая преступная тактика киевского режима. Бомбить своих украинских граждан, исполняя внешний заказ. Как это называется? Это фашисты. Что вы хотите? Они говорили, будет уходить, тут будет нам фарш. Так они и сделали. Когда будем уходить, Это еще с 14 года они уже. Наше село попало под строй обстрела. Перестрелка вся это была. Сволочи. Россия решилась остановить распространение этой агрессивной западной плесени на нашем континенте. Плесень изрыгает грязные массы пропаганды и провокаций. Жалкие капли яда выплескиваются и на союзников, которые противостоят геноциду 21 века. Срежиссированное ЧП на КПП Могилев-Подольский. С позволения сказать, военный полковник Александр Воробец с автоматом наперевес сначала устраивает наглый назидательный допрос послу Беларуси, а затем швыряет в Игоря Сокола кошелек с монетами. 30 серебряников. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лобкову. Это приказ для вас, но не для меня. С презрением. Попробовали показательно унизить и посла, и белорусов. На жалкую провокацию спокойная, достойная реакция. Не дождетесь. Беларусь не собирается ввязываться в этот конфликт и не позволит себя втягивать. Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально 2 дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси, удар по нашей территории ракетой .У, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк, то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит. Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы, если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим. Елизавета Казакова, Татьяна Попсуева в главном эфире.